Насколько азиатки холодны? Правда ли, что азиатка – бревно в твоей постели? В постели с азиаткой – лед или пламя? Азиатки в постели. Обнять и плакать? На просторах интернетов часто встречаю суждения на тему, что азиатки холодны в постели. Хотя не так. Азиатки в постели – скучный ужас. Как резиновые куклы, только говорят и временами попискивают. Правда, обычно азиаток судят дамы немного за 30. Какие-то ботаники и другое население, которое с вопросом знакомо на уровне «я где-то слышал, что». Вообще, я давно собирался поговорить на эту, без сомнения, животрепещущую тему. Мы провели обширные и во всех смыслах глубинные исследования и решили поделиться своим мнением. Итак, откроем сей ящик Пандоры. По вопросу получился цикл статей, ибо потереть есть о чем. И да, спойлер, во всем виноват Конфуций. Правда и мифы про азиатскую постель. Начнем с того, что хейтеры азиаток в постели отчасти правы. Но есть нюанс. Сексуальная революция в Азии не произошла. Поэтому правильное поведение азиатской женщины в постели можно отлично описать словами нашего юмориста Хазанова. Ты женщина, ты должна раз лежать и два тихо. С другой стороны, все эти разговоры, что азиатки в постели ничего не ощущают, полная чушь. У всех людей планеты Земля физиология похожа. То есть чувствительные точки у женщин с разных континентов примерно одинаковы. И что, кто-то реально думает, что азиаты без каких-то эмоций настрогали 4,2 миллиарда человек? Типа мужчины старались, а женщины тем временем зевали и ждали окончания, чтобы поспать. Но при чем тут Конфуций? Конфуций делает черное постельное дело. Конфуцианские принципы были созданы учителем Куном в VI-V веках до нашей эры. И за 2500 лет они коренным образом изменили мировоззрение азиатов. Хотя сам Конфуций на тему женщин говорил мало, он предпочитал вещать про ученых мужей и управление государством. А вот последователи мимо женского вопроса пройти не могли и оторвались по полной. В целом конфуцианство не проявляет особого гендерного шовинизма. Просто согласно концепции идеального общества, порядок строится на подчинении. Старший подчиняется младшему, сын отцу, простой человек вышестоящему, народ государю, а женщина мужчине. Продолжатель дела Конфуция Мэнцзы, 4-3 века до нашей эры, развил идею и про женщин высказался предельно конкретно. Женщине положено быть послушной в 3 случаях ее существования. До замужества она должна слушаться своих родителей. Во время замужества она должна слушаться мужа. А если овдовеет, то должна слушаться взрослого сына. Мэнцзы. Уже по даосизму получается, что мужчина без женщин никак. Единство противоположности и инь-янь, высокое и низкое вместе и все такое прочее. Вообще по азиатской философии женщине быть неплохо, просто мужчины лучше. И для сохранения единства и общей гармонии женщина во всем должна подчиняться мужчине, и за ним всегда последнее слово. В отношениях это выглядит примерно так. Пока мужчины и женщины просто общаются, азиатки верят в сексе. Но как только дело доходит до постели, женщина замирает и прикидывается веточкой. И не потому, что ей не нравится или она ничего не чувствует. Просто она не знает, что можно иначе. А правило требует, чтобы она только хлопала глазками и попискивала. И старалась, чтобы мужчине было хорошо. Тем временем мужчина делает свое дело. Логично, что никому и в голову не приходит задуматься, чтобы женщине тоже понравилось. Но если женщина проявляет какие-то эмоции, тут больше позерства, и так надо себя вести. Главное, чтобы все было как в фильмах. Бурная страсть и все красиво. Еще она не хочет выглядеть ущербной, если у нее нет правильных ощущений. Причем мужчина даже может пытаться сделать женщине хорошо. Но ведь он сам часто не знает, что нужно. И женщина остается пассивным участником процесса. И что там с азиаткой в постели? Напомню, сексуальных революций в Азии не было. Образование в сфере отношений полов где-то если проводится, то на уровне пестиков и тычинок. И везде то самое конфуцианство, в котором красной нитью проходит важность продолжения рода. В конфуцианской морали про удовольствие ни слова. Задача женщины – рожать детей, в идеале сыновей. В той же Южной Корее, если случайно знакомый не вспомнит про презервативы, девушка сама постесняется сказать. Фильмы для взрослых в Азии повсеместно запрещены, кроме Японии. Во многих азиатских странах законы за любое знакомство адьют-муви грозят отправить на пару лет на лесоповал. Или, если быть точным, на бамбуковал. Притом с японской продукцией IV-индустрии азиаты прекрасно знакомы. Но что там можно увидеть? Мужчина пыхтит и что-то делает. Женщина тем временем попискивает и показывает, что ей очень хорошо. То есть в образовательном смысле слова японская порнуха в полном пролете.
Но холодны ли азиатки? Конечно нет, просто дико неопытны. У большинства женщин нет разнообразного опыта. Они просто не знают, что в постели можно проводить время как-то иначе, чем просто тихо лежать. И сравнить им не с чем. Конечно, некоторые женщины достаточно смелые и могут сказать мужчине, что вот лучше так и тут, может даже что-то попросить. Но в глобальном смысле подход полностью конфуцианский и ориентирован на желания мужчины. Что женщины могут тоже иметь какие-то желания, часто не догадываются даже они сами. Вот вам типовой сюжет немалого числа корейских комедий. Женщина лет в 35 с удивлением открывает для себя радости секса. А ее мужчина тем временем сетует. Моя жена сошла с ума, она требует от меня от секса каждый день. Хах, даже главная тема корейских эротических фильмов – приключения женщины, у которой есть свои желания. И что теперь делать? Стоит понимать, что физиологию никуда не денешь. Солнце, морепродукты, острая пища по определению толкают на нечто большее, чем просто тихо лежать и попискивать. Азиатки жизнерадостны и гораздо приятно провести время. Им точно не чужды радости жизни. Просто нужно время и терпение, чтобы расшевелить женщину. А там будьте готовы, что вас и будут реально тащить в постель. И уже никакой Конфуций не заглушит этот вулкан. Так что если ваша азиатка в постели совершенно неопытна, объясните и покажите, как с пользой проводить время. Оно того определенно стоит. Но все ли азиатки так неопытны? Конечно нет. Просто это тема для отдельного разговора. Продолжение следует. С вами был Серпин. Благодарим за просмотр. Оставайтесь с нами и до новых встреч.